Всем здравствуйте, мои уважаемые зрители. У нас прогноз на сентябрь. Прогноз я буду делать на Таро Акаши. Эта колода дает нам доступ к информации, которая содержится в хрониках Акаши. Она может помочь нам открыть духовные потоки, которые всегда текут между нами и хрониками. Мы посмотрим прошлое, которое имеет влияние на настоящее, а также на ваше будущее. Эта колода поможет нам раскрыть возможности, отношения, действия, которые помогут вам двигаться вперед по направлению к вашим мечтам, желаниям. Здесь вы можете получить очень ценную информацию о работе с любым проектом, об изменении трудных установок, ограничений, об исцелении и привлечении в вашу жизнь отношений, ну а также о достижении ваших целей, которые вам дороги. Но еще эта колода приносит руководство от вознесенных владык, от ангелов, архангелов и от вашей духовной семьи, от вашей души и от вашего высшего Я. Настраивайтесь на получение информации, задайте вопрос во Вселенную, что меня ждет в сентябре месяце. Хорошо, у нас расклад для козерогов, энергия сентября. Давайте посмотрим, какие энергии будут внутри вас, вокруг вас происходить в сентябре. Представители знака зодиака Козерог. С какой энергией вы войдете в сентябрь из августа? Что у вас будет происходить в сентябре? Первая декада, вторая декада, третья декада. И энергии, с которой вы выходите из сентября в октябрь. Да, у вас 3 старших аркана, и они у вас все в прямом положении. Энергии, с которой вы входите из августа в сентябрь. Здесь у вас ложится Архангел Михаил, карта у вас прямая, это старший аркан. Архангел Михаил является каналом божественной силы. И на карте он делится своей энергией с 2 маленькими детьми, как бы принеся им свою великую силу и поддержку. Но и вам он также может поднять энергию. И карта показывает, что у вас сейчас этап увеличения вашей силы, энергии, инициативы, мужества, активности. То есть вы знаете, что вам делать дальше. Поэтому, если у вас очень много планов, не откладывайте. Архангел Михаил сейчас рядом, он вам поможет. Ну и также вы с помощью вашей собственной силы можете сейчас сдвинуть горы и подняться на новую высоту. Первая декада сентября, здесь у вас ложится 6-й старший аркан. Эта карта называется «Божественный врач», она у вас прямая. На карте мы видим человека, который делится своим светом исцеления с теми, кто находится рядом. На его мантии изображен кадуцей, это жезл Гермеса, Меркурия, который является символом медицины и исцеления. И карта указывает, что вот в первой декаде сентября у вас будет время великого исцеления, и вы можете перейти на множество уровней вверх. Есть в вашей жизни человек или появится, который может быть для вас великим целителем, учителем. Он будет делиться с вами своими целебными дарами, которые вы сейчас можете получить от него, а потом передавать другим. Но также и вы можете быть призванными, чтобы помочь сейчас другим людям. Самое главное, помните слова «вера» и «чувство». Это ключевые компоненты в вашем исцелении и в обучении исцелять других. Знайте, что свет исцеления сейчас светит вокруг вас и проходит сквозь вас. Вторая декада сентября. У нас ложится король силы. Но когда карта ложится перевернутая, она в первую очередь может показывать на время истощенных сил, бездействия, инерции и разбросанной энергии.
Карта может показывать развод или разлуку с, или ради, или для короля силы. В работе здесь может быть потеря должности. Но также перевернутый король силы может указывать на человека с разрушительной энергетикой. Возможно, этот человек сам лишился равновесия или баланса в своей собственной жизни, но теперь это очень сильно разбалансирует и вас. Иногда это может выражаться в очевидных признаках негатива, таких как гнев, враждебность или постоянная депрессия. А в других случаях вибрации могут быть тонкими и трудно распознаваться. Но, скорее всего, этот человек будет эгоистичным, погруженным в себя. Поэтому в общении с этим человеком будьте осознанны, потому что он может быть обаятельным на поверхности и манипулятором внутри. Если эта карта указывает на партнера в бизнесе или в любви, да, не торопитесь в оценке истинных вибраций, которые от него исходят. Может быть, ему просто нужно время, чтобы исправить себя, но вам также нужно двигаться дальше. Третья декада сентября, здесь ложится семерка роз. Карта называется Даджорная. Даджорная — это путешествие, но карта у вас перевернутая. То есть мы видим корабль, лодка, которая доставляет людей до корабля. Да? Вот они садятся на лодочку с вещами, и он доставляет их до корабля, а корабль отвезет их к месту их назначения. Но когда карта перевернутая, она может говорить, что какое-то путешествие, поездка или переезд могут быть отложены или отменены. Также, если вы хотели расширить, изменить или разнообразить свою работу, сейчас может быть не самое подходящее время. Но не волнуйтесь, вы не потеряли возможность для новых открытий, новых путешествий, новых мест. Просто это чуть откладывается. Поэтому карта говорит: будьте терпеливы и следите за тем, что лежит перед вами в настоящем. Ваш корабль обязательно вернется снова, но когда придет время. И энергия, с которой вы выйдете из сентября в октябрь, здесь ложится 20-й старший аркан, Will, Wisdom and Mind, это воля, мудрость и разум, и она у вас прямая. И в прямом положении, да, у нас тут корона наверху, она приносит с собой время для вас, огромной силы, равновесия и самовыражения. Сейчас у вас очень сильная связь с вознесенными владыками, с высшими силами, даже если вы этого не осознаете. Вам подвластно с помощью этих мастеров объединить огонь творчества с водой эмоций и восприимчивости, чтобы попытаться внести свой вклад в мир. И вот с этой высоко поднятой короной сейчас, вероятно, вы окажетесь в позиции значительной силы и власти. Но с этими силами вы также сможете дисциплинировать себя, чтобы объединить вместе медитацию, творчество, отдых и необходимые действия. Воспользуйтесь вот этим временем, используйте эти полномочия правильно. Это не что иное, как божественные силы, которые движутся через вас, чтобы вы могли проявить их в мир. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание, за лайки, за комментарии. Всего вам хорошего.